Привет, друзья! С вами Макс и добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Я в Аргентине, в городе Неукен. Вот, посмотрите на флаг. И сегодня я хочу вам показать интересные места. Места в Неукене, которые я люблю. Фактически это одно место, это лес. Но это необычный лес. И этот лес находится на вершине холма или горы. Дело в том, что весь город находится вот там вот внизу. Вот за моей спиной город. Не знаю, насколько его видно, наверное, видно. А прямо вот там, на вершине холма, находится лес. И давайте на него посмотрим, потому что там есть на что посмотреть. Вот здесь находится карта. И вот это город Неукен. Здесь одна река, здесь вторая река. А вот здесь как раз находится Парке Норте, или Северный парк. И как раз в зоне этого парка, или на территории этого парка, и находится лес. Давайте сейчас пойдем туда и посмотрим. Начнем мы с небольшой обзорной площадки. Что это такое? У кого-то была очень счастливая ночь. Окей. Начнем мы со смотровой площадки. Вот там протекает река, там все зеленое, но вообще местность здесь выглядит вот так. Вот так вот. Достаточно все засушливое и не очень зеленое. Сейчас мы пройдем по дорожке. Здесь есть дорожка, которая идет как раз вдоль этих обрывов. Вдоль обрывов. Будет очень красиво. И потом вот там вдалеке мы с вами увидим лес. Я расскажу немножко про этот лес. В чем его необычность. Сабрина, ну что, ты готова в лес идти? Здесь? Сюда хочешь? Здесь? Ну, а где лес, Сабрина? Где лес? Там, правильно. Туда идем. Идем в лес. Сегодня, друзья, удивительный день. Удивительный день. Почему он удивительный? А все просто, потому что сегодня пасмурно. Сегодня в Неукене пасмурно. Это редкий день. А еще сегодня интересный день, потому что сегодня шел дождь. Да, сегодня утром шел дождь. Такой мелкий дождь. Я бы сказал, дождь чуть-чуть покрапал. Да, дождь покрапал немного. То есть крапать означает, когда дождь идет совсем маленький. Поэтому дождь немножко покрапал и все. Но это уже удивительно, потому что иногда ты живешь здесь, не знаю, 2 месяца и вообще не видишь дождя. Поэтому на самом деле я наслаждаюсь такой погодой. Нет жары, нет солнца. Прохладно, воздух чуть более влажный, чем обычно, и это очень прикольно. А вот и начинается лес. Здесь идет дорожка. Дорожка идет вперед. И здесь много на самом деле дорожек. Но сейчас я хочу рассказать про то, почему этот лес необычный. Давайте я вам покажу, и может быть вы сами поймете, в чем его необычность.
Давайте свернем с дороги и зайдем в лес. И посмотрите вот на этот лес, посмотрите, что необычного можно заметить в этом лесу. Что здесь необычного? То, что деревья растут вот в таких вот канавках. Посмотрите, вот здесь такая одна канавка, вот здесь вторая канавка. И деревья растут вот так в ряд, то есть по рядам. Деревья растут по рядам или деревья растут рядами. Почему так? Почему так? На самом деле все просто. Как вы можете догадаться, в таком месте деревья просто не могут расти. Фактически здесь пустыня. Пустыня. И поэтому можно догадаться, что этот лес искусственный. Это искусственный лес. Он был здесь высажен. Он был высажен. Работы начались, как я понимаю, еще в 60-х годах. И, велись много лет и ведутся до сих пор. Видите, вот эта часть, например, вот эта поляна, она без леса практически. А вот там начинается лес. Поэтому весь этот лес, а он достаточно большой, здесь можно гулять, не знаю, час, 2 часа, может быть. Весь этот лес был высажен людьми. Это удивительно, и это очень классно. Это очень классно, потому что, фактически в пустыне сделали лес, высадили лес. И ты можешь гулять по лесу, дышать хвойным воздухом. Здесь есть сосны, вот сосны. И, как вы знаете, сосновый воздух очень полезный. Он содержит в себе разные полезные вещества. И очень полезно гулять по такому лесу и дышать хвойным воздухом. Здесь повсюду находятся вот такие трубы. Трубы и вообще система орошения. Да, система орошения. И вот эти канавки нужны для того, чтобы по ним текла вода и поливала деревья. Вот, иногда, когда ты здесь ходишь, ты видишь, что во всех этих канавках, да, вот здесь вот везде, вот там течет вода. И так лес поливается. Удивительно вообще. Вот, например, здесь тоже вода. Вот она, видите, течет вода. Течет вода. Значит, там тоже где-то есть труба. Вот смотрите, здесь тоже вода. Вот, это все для полива леса. Какое красивое голубое дерево. Здесь по большей части сосны. Сосны — это вот такие деревья. Есть еще кипарисы и есть эвкалипты. Но они немножко в другом месте. Я очень люблю гулять в этом лесу. Он мне напоминает лес в Ленинградской области, где я долгое время жил, в России, где я гулял по лесам. И лес очень похожий, потому что очень много сосен. Очень много сосен. И это, не знаю, это напоминает мне о моем детстве, о тех местах, где я гулял. Те места, которые я очень-очень люблю. Поэтому я очень люблю гулять по этому лесу. Как видите, работа по посадке леса все еще идет. Вот здесь, везде, на этой части выращивают новые деревья. Скоро здесь тоже будет лес. Ну, беги к папе, Сабрина. Беги к папе. Ну, привет. Как тебе в лесу, нравится?
Нравится тебе в лесу? Да? Мне тоже нравится. Вообще прикольно. Сабрина очень любит проводить здесь время. Она любит собирать какие-то палки, камни или шишки. Здесь много на деревьях шишек. Вот она собирает эти шишки и играет с ними. Очень прикольно. Мы часто сюда приходим пить мате. Мы берем с собой термос, мате, и мы с Юлей пьем мате, а Сабрина бегает по лесу, собирает шишки и, в общем, отрывается на природе. Это одно из любимых занятий Саби. Собирать камни и разбрасывать камни. Собирать камни, палки и кидать их в воду. Она может так, не знаю, минут 20, наверное, кидать камни и все. Это ее надолго занимает. Вдоль всего леса идет такая хорошая дорожка. По ней люди бегают, ходят, гуляют. И с одной стороны у тебя лес, а с другой стороны у тебя бескрайний простор. Посмотрите на эту красоту. Бескрайний простор. Красота. А здесь начинается смешанный лес. Смешанный. Здесь и сосны, и эвкалипты, и еще другие разные деревья. Очень прикольно. Единственная проблема, здесь не очень удобно ездить с коляской. Вот, например, коляска. Здесь более-менее, но дальше, если поехать, то там будет... там лужи впереди. Впереди лужи, их нужно будет как-то обойти. Вон огромная лужа. Так, Сабрина, опа. Оп. Нормально. Прошли. Впечатление? Отлично. Ощущение, что мы едем на средневековой телеге. Такой звук. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну, в общем, да, не очень удобно. О, а здесь пошла грязь. Ну, это лес. Грязь, камни, вода. Это все прям необходимые составляющие леса. И впереди снова лужа. Сабрина не хочет по-другому ехать. Ей очень понравилось ехать вот так. Что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем влоге. Если хотите получать транскрипции и дополнительные материалы к каждому видео и подкасту, присоединяйтесь к membership-программе. Пока! Оп!